Кабинет министров одобрил рекордное повышение Бюргергельд. Свыше 5 миллионов получателей пособия с 1 января 2024 года получат среднюю прибавку в размере около 12%. Соответствующее постановление федерального министра труда Хубертуса Хайля утвердил в Берлине федеральный кабинет министров. В конце августа Хайль уже объявил о планируемом повышении. С тех пор оно стало предметом неоднозначных дискуссий. Одновременно увеличиваются и пособия для лиц, ищущих убежище. Всем привет! Вы находитесь на канале Переселенец, и сегодня я вам об этом расскажу. Стандартная ставка дохода гражданина ежегодно корректируется с учетом цен и заработной платы, как это было ранее в рамках Харц-4. Однако в прошлом ее повышение часто отставало от темпов инфляции. Введением в этом году Бюргергельд расчет также был изменен. Теперь учитывается и текущая инфляция. По словам Хайля, новая система делает пособие более защищенным от инфляции и, следовательно, более защищенным от кризиса. На 61 евро в месяц больше. Для одиноких людей пособие Бюргергельд с 1 января будет увеличено на 61 евро и составит 563 евро. Взрослые, живущие с партнерами, будут получать 506 евро вместо 451 евро. Молодые люди в возрасте от 15 до 18 лет будут получать 471 евро, ранее 420. Для детей в возрасте от 7 до 14 лет ставка увеличится с 348 до 390 евро. Для самых маленьких детей ставка увеличится с 318 до 357 евро. Согласно проекту постановления, повышение обойдется в общей сложности примерно в 4,5 миллиарда евро. Лидер ХДС Фридрих Мерц подтвердил шаг к этой критике. Например, существует проблема с требованием разрыва в зарплате, согласно которому социальные пособия должны быть заметно ниже заработной платы, критикует Мерц. Стимулы к труду не должны быть утрачены, работа должна быть достойной. Лидер АфД Алиса Вайдель назвала доход гражданина магнитом для мигрантов. Левые и общественные организации, однако, раскритиковали повышение Бюргергельд как запоздалое и слишком низкое в связи с высокими ценами на продукты питания и энергоносители. СДПГ опровергают доходы ХДС. О том, что разрыв в зарплате труда может быть устранен за счет повышения доходов. Заместитель лидера парламентской фракции СДПГ Дагмар Шмидт заявила: остается правильным, что те, кто работает, всегда имеет больше. Она заметила, что с начала 2022 года минимальная заработная плата в процентном соотношении выросла более чем Бюргергельд, бывшее пособие Харц-4. Халь также обвинил ХДС в том, что они не согласились на повышение минимальной зарплаты до 12 евро, поэтому аргументы Мерца не являются честными. Конфедерация профсоюзов Германии приветствовала решение Кабинета министров. Тот факт, что около 5 миллионов человек получают больше Бюргергельд, является хорошим и необходимым решением для тех, кто пострадал в связи с резким ростом цен, заявила член исполнительного совета Аня Пиль. Они остро нуждаются в этой прибавке на основе статистических данных. Ежегодная корректировка дохода гражданина производится на основе статистических данных, полученных примерно от 60 тысяч домохозяйств. Вычисляется определенная потребность, в частности в продуктах питания, одежде, предметах личной гигиены и обихода. Таким образом рассчитывается стандартная ставка. В нынешние 502 евро на взрослого человека входит около 174 евро на еду и питье, однако около 49 евро на свободу, развлечения, культуру и 45 евро на телекоммуникации и почту. Пособие для лиц, ищущих убежище. Одновременно с увеличением Бюргергельд будет ежегодно корректироваться пособие для просителей убежища в соответствии с законом о пособиях просителям убежища, в зависимости от изменения заработной платы и цен в стране. В процентном выражении это соответствует увеличению стандартной ставки, ответил на вопрос представитель федерального министра социальных дел. Лица, подавшие прошение о предоставлении убежища в Германии, но еще не получившие его, или те, кто имеет так называемый дульдунг, получают не доход гражданина, а поддержку в соответствии с законом о пособиях просителям убежища. По данным Федерального министерства социальных дел, в настоящее время одинокие люди получают 182 евро в виде карманных денег. Кроме того, 228 евро выделяется на так называемые необходимые нужды – питание, проживание, отопление или одежда.
И все, вот такая была сегодня новость. Я надеюсь, что для кого-то она была приятной. Подписывайтесь обязательно на канал, будем вместе следить за изменениями. И всем пока!